Всем привет, это опять я. Мы в Охотском море. Я и мой напарник Артем. Но, как вы помните, когда мы с Артемом вместе, мы оба Володи. Причем не Во, а Володи. Это для нас принципиально. Старая добрая крабалка. А вот сейчас вы слышите посторонние звуки? Сейчас я поднесу камеру поближе. Вот даже сейчас видно, как льдина двигается. Льдина двигается и вместе с движением поет свою песню. В данный момент это безопасно, потому что она никуда уходить не собирается, ее просто качает волнами. Но все равно как-то немножко нервно. Поэтому мы вот сейчас вот покрабалим чуть-чуть. Если у нас будет что-то получаться, потому что, видите, в лунке метровый слой шуги. Мы вот пропилились, а даже наживку уронить невозможно. Там вглубь, вон видно, и это не лед, а это вот шуга снежная. И она там ее слоями постоянно новую подгоняет. Так что не знаю, как у нас сейчас срастется рыбалка. Вон с той лунки уже одного крабика поймали, но там лед попроще. Ситуация со льдом, как вы видите, стала намного веселее. Вот в том месте, где я вам показывал, вот что лед скрипел, это был стык так называемого льда постарше, который раньше пришел к берегу, и льда, который пришел совсем недавно, несколько дней назад. То есть вот этот весь лед пришел недавно, вот этот стоит давно. Вот этот сейчас незыблемый, просто себе как вкопанный стоит. А вот этот вот качает от него взад-вперед. То прибьет, то отгонит. Поначалу трещинка была совсем маленькая, потом стала достаточно неплохой. Вот здесь у нас постоянно, ну тут просто видно дно, если вот так вот немножко разогнать водичку. Дно, ну нет, сейчас, наверное, вам видно не будет. У нас вот эту ловушку, на эту веревочку, одного краба уже поймали, и один тут сидел, долго смотрел на рыбу и уполз. Честно говоря, вот такая вот картина демотивирует крабалить. Поэтому мы сейчас посмотрим на развитие событий. Если что, просто будем в панике убегать. На прошлой крабалке я жаловался, что нету ни одной самки. Ну вот на этой крабалке самок вот сейчас вот за раз поймал сразу две. Висели на одной рыбе. Вот не дает посмотреть икру. Ну, вон там икра. Ладно, не будем ее долго мурыжить. Отпустим. Ну-ка. О, это даже икры нет. Мелкая еще. Да уж. Мелочь пузатая. Здесь глубина никакущая. Я вот сейчас их вижу. Вот без очков даже вижу лучше. Там их, по-моему, их там два. Так, один оторвался, один остался. Понятно. Здесь лютая мель. Мы, к сожалению, из-за трещины не смогли пойти на глубину. На мели клюют вот такие вот малявки. Причем еще и цепляются просто намертво. Они мелкие, до еды жадные. Ну, потому что крупные все-таки осторожные. И уже бывалые. Ну, вот опять-таки же самка. Самка нам даром не нужна, тем более еще и сам по себе краб маленький. Свободу крабобабам. Тянет. Причем неплохо. Так тянет. Минус только в том, что тут тоже глубина маленькая. И шансов надеяться на что-то хорошее нет.
Вот такой вот микрокраб. Ну, опять самка. Вот ее можно даже заметить. У нее 2 лапки выросли заново. Поэтому если поймается снова, ее сразу будет очень легко опознать. Но он там походу путники сейчас уже. Ну, я его вижу, вот он подходит. Слушай, их, по-моему, 2 что ли? Или... Ну-ка. Хороший. Хороший Володя краб. Отличный краб. Самец. Congratulations. Самец. И вот этот самец, прошу обратить внимание, весь сверху покрыт так называемым балянусом. Балянус — это такие, скажем так, рачки, которые живут... ну вот помимо этого по нему ползают микрокреветочки, но креветочки нам не интересны. Вот эти вот белые. Вот этот балянус — это, собственно, рак, который строит себе вот этот белый домик, и из него высовывает нос и фильтрует себе пищу. Они вот облепят его панцирь полностью, зарастут, но краб их обманет. Краб панцирь скинет и вырастет себе новый. А эти балбесы так и останутся в панцире. А вот если эта штука облепляет днище корабля, то у корабля, конечно, большие проблемы. Сейчас на льду улегся ветер. И стоит такая, почти звенящая жара. Вот хожу с голыми руками, не чувствую совершенно дискомфорта. Вот, положил куртку в санки. А мы, пользуясь случаем, переехали поближе к берегу, чтобы, если начнет что-то отрывать, успеть убежать. Я, как видите, вообще невозможно без очков находиться. Я, как видите, уже разделся, хожу во 2-м слое одежды. Просто суперски. Погода бомба. То есть, не знаю как кто, а я уже на Сахалине чую весну. Уже тепло, солнечно. Просто офигенно. Вон бродит Володя. Сейчас пойдет проверять ловушки с краешку. Мы только что со всех этих ловушек опять сняли микрокрабов. Опять их потопили. Так что пока у нас в активе только 3 краба нормального размера. Но мы не теряем надежды. Оторвался? Да, идет. Старайся его выводить на центр. Да, чтобы об кромочку. По-моему, зацепился. Шнур зацепился. Подожди, ты тащи. Угу. Оп, поправил, да. Все. Получается, чтобы он облет раньше времени не стянулся. Да. Чтобы вот так краб на подходе. Размер-то, слушай. Так. Вроде нормальный размер, растопырился. Да ерунда вроде, размер, еще и баба. Баб тут, конечно, какое-то лютое количество. По-моему, сегодня уже штук 6 или 7 отпустили точно. Вот это из них самая крупная. Так. В последнее время у ребят с Сахалина, кто тоже снимает рыбалку, несколько раз видел видео про рыбалку, про крабалку. И там вот, то есть человек поймал краба, и он его показывает не животом вот так, а показывает спиной. А поскольку у самки краба вот здесь вот часть брюха выпирает, она даже спиной сильно отличается от самца. И люди, по сути, показали в камеру краба, сказали, что все хорошо, и сунули его в мешок. Ну, видно же, что самка, ребята. Сами под собой сук рубите. В лунке застряла, растопырилась. У меня есть универсальный протолкатель. Все, протолкатель сработал. Есть контакт? По весу, да. По весу. Это он. Это он. По-моему, их 2 там.
А, не, один. Один. Ну, хороший. Ох, хорош. Ва. Ох, хорош. Ва. Хорош. Это он. Да, нормальный. Хороший краб. Вот до этого поймали небольшой, но пригодный. А вот это уже ближе к большому. Очень хорошо. На вашку раздербанил как. Я бы сам на вашку раздербанил. Но крабам не хочется больше. Вижу крабика. Идет. По-моему, небольшой. Большой, да, он по весу чувствует. Вообще козявочка какая-то. Ну слушай, это результативная лунка. Это 4-й краб, по-моему, подряд с нее. Если не 5-й. Ну давай. Самочка. У самой не хватило тему сорваться. Давай. Свободу крабобабам. Держит? Держит. Чуть-чуть его поднапрягаю. Но пока не сдается. Судя по тому, как он сейчас уволакивал шнур прям в глубину, он прям проголодался. Так, ну-ка. Че он? Все так же? Нет. Поддается. По чуть-чуть поддается. Пошел? Да. Тяжелый? Да. Меня каждый раз радуют такие слова. Так, я с кочережкой Я на не подхвате. вижу абсолютно Тебе не того, нужно чего. видеть. Подхватываю я, ты все правильно делаешь, ты его делаешь. О, хороший, блин. Хороший, блин. Хороший. Ага. Вот. Да, все, тихо. Это да. Хороший крабодурк. Достойный. Володя сработал. У него, правда, вот одна лапка не вырастена, но нам все равно. Для нас он красив и великолепен. Покажи всем, Володя, какой ты красавец. Клешня. Клешня огонь. Так. Ладно. Полезай в кадушку, дружок. Зацепляться успевает. Да там козявишна какая-то. Ну реально, козявишна, королевишна. Стряхивай ее. Слушай, селедку пополам перегрызла. Ага. И корки захотела. Нормально. Поставил палаточку, печку жечь, чтобы варить крабов. А тут вон к нам издалека с гостинцами. Огонь. Самец. Володя, ну, мало то, что мы сегодня с тобой облопаемся, так еще и наши семьи нас просто выгонят. Так, уже складывать некуда. Пора варить. Лед качает все сильнее. Вот сейчас вот это вряд ли видно. Но вот только что приходила волна, и вот лед, где идет Володя, вот так вот прям волной изгибался. Там уже трещины появились. И это несмотря на то, что мы от тех трещин ушли. Но у нас тут маленький островок безопасности. Опа-на. Опа-на. Вот пока варился этот краб, Володя принес еще одного краба. Так, да, ничего не видно, как и следовало ожидать. А вот это вот самое приятное в варке крабов. Это охлаждение крабов в снегу. Берешь их. О, горячий, зараза. Ух! Пальцы жгет. И бросаешь в снег. Хоп. О, пару лап ему оторвало, пока варила. Видать, придавил сверху другими, которые покрупнее. И вот снизу, по традиции, самый крупный всегда лежит, чтобы ему было больше всех воды. Так, лапки отдельно. В кипятке, зараза.
Собираемся мы уже. Солнце еще высоко, но уже страшно на таком льду находиться. Мы остались одни. Вон ребята только что со льда ушли. Больше никого вообще не видно в округе. Лед опасно шатает, ходит ходуном. Ну, мы как бы успели. У нас полная кастрюля вареного краба. В принципе, неплохо. Мы планировали крабалить дольше, но судьба так распорядилась. Сейчас сложим палатку и по домам. Ну, мы так поняли, что мы, в принципе, со льда уходим вовремя. Вот это уже берег. И у берега вон там под водой видно дно. Там где-то глубина по колено. Здесь уже безопасно можно стоять. Но видно, как качает лед. Какие трещины тут. Как туда-сюда гоняет воду. Так что, в принципе, вовремя все сделали. Все правильно. Вон скрипит лед, туда-сюда вода ходит. А у нас кипят домашние заготовки. Вот уже все в семье поели краба. А остатки, которые уже никто не стал есть, а он же вареный, мы же на льду сварили, его надо чистить. Вот я вскрываю панцирь. А жена вынимает из панциря кусочки мяса. Некрасивые кусочки складываются в некрасивую кучку. Красивые кусочки в красивую кучку. А мои любимые крабовые задницы отдельно. Ладно. Всем пока-пока. До свидания.